Приветствую всех на моем канале Toys Craft Studio. Меня зовут Ирина. И сейчас мы свяжем с вами вот такой красивый узор для детских пледов и не только детских, для декоративных изделий, для диванных подушек, для всего что угодно. Этот узор очень приятный, мягкий, эластичный. И вяжется он из плюшевой пряжи. И очень похож на узор, который вяжут из пряжи Alize Puffy, пряжи с петлями, которые вяжут пальцами. Это такая плетенка, и выглядит она точно как из Alize Puffy, но вяжется на 2 спицах. Очень просто, справится даже начинающий. Тут не надо знать ничего, кроме того, как вязать лицевые и изнаночные петли, ну и как набирать петли. Итак, начнем. Для детских пледов я вяжу из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Длина в моточке 120 метров в 100 граммах. И спицы номер 6. Для образца узора мы набираем 20 петель. Для этого узора нужно набирать всегда четное количество петель. И набираем на 1 спицу. Причем набираем свободно, не затягиваем петли. 2, 3, 4, 5 и так до 20. Набрали 20 петель и сейчас свяжем первый ряд. Весь узор состоит из 2 рядов. Еще раз повторяю, он очень легкий, подходит для начинающих. Первую петлю мы всегда снимаем во всех рядах. И второй ряд мы будем вязать лицевыми петлями, но менять местами первую и вторую. То есть сначала мы провязываем лицевой вторую петлю за заднюю стенку, вводим спицу во вторую петлю за заднюю стенку и провязываем лицевой. Спускаем эти 2 петли со спицы и подхватываем первую петлю. Мы их как бы поменяли местами. И тоже провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Вяжем свободно, не затягиваем петельки. Тогда плед у нас будет такой воздушный, легкий, красивый. И снова вводим спицу во вторую петлю. Провязываем за заднюю стенку лицевой. Снимаем эти 2 петли со спицы, подхватываем первую обратно на спицу и провязываем за заднюю стенку лицевой. Снова провязываем вторую петлю за заднюю стенку лицевой, снимаем петли, подхватываем первую и провязываем ее за заднюю стенку лицевой. И так мы вяжем до конца ряда. Останется одна последняя кромочная петля, ее провязываем во всех рядах изнаночной. Довязали до конца первого ряда, последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание. Второй ряд узора. Мы первую петлю всегда снимаем. Вторую петлю мы провязываем изнаночной. И так всегда в изнаночных рядах. Дальше весь этот ряд мы вяжем изнаночными петлями, но опять же меняем местами первую и вторую каждый раз петли. То есть мы провязываем вторую петлю изнаночной за переднюю стенку, снимаем петли со спицы, подхватываем первую петлю и провязываем ее изнаночной за переднюю стенку. Снова провязываем вторую петлю за переднюю стенку, снимаем петли, подхватываем первую и провязываем ее за переднюю стенку изнаночной. Снова провязываем изнаночную петлю, вторую петлю изнаночной, снимаем со спицы, подхватываем первую, провязываем изнаночной. В конце ряда у нас останется 2 последние петли.
Эти две последние петли мы провяжем просто изнаночными петлями. Довязали до конца второго ряда, у нас осталось 2 петли, провязываем их просто изнаночными петлями. Связали 2 ряда. И вот эти 2 ряда мы повторяем все время и вяжем до той длины, какой нам надо для образца узора. То есть сейчас мы вяжем 3-й ряд, мы его вяжем как первый. Первую петлю снимаем, вторые 2 как бы меняем местами, провязывая лицевыми. Сначала вторую за заднюю стенку, снимаем эти 2 петли, подхватываем первую, провязываем эту первую за заднюю стенку тоже лицевой. И так весь ряд провязываем вторую лицевой за заднюю стенку, снимаем петли, подхватываем первую, провязываем ее лицевой. И так до конца 3-го ряда. Провязали 3-й ряд, 4-й мы вяжем так же, как 2-й. Первую петлю снимаем, затем вяжем 1 изнаночную и потом вяжем изнаночные, меняя петли местами. Сначала вяжем 2 изнаночной, снимаем петли, подхватываем первую и тоже провязываем ее изнаночной. И так до конца ряда, в конце ряда 2 изнаночные. Провязали 4 ряда, дальше мы повторяем все время 1 и 2 ряд. И вот мы уже видим, какая красивая плетенка получается. Вот это другим цветом, уже побольше кусочек. И очень красивые, очень теплые, мягкие, чудесные пледы получаются. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить обновления, новые ролики. Всем удачи, всего доброго!